Привлекая еще больше внимания к своему первому пикапу Tasman, компания Kia раскрыла подробности его тестирования, который прошел более 18 тысяч испытаний в самых естественных условиях Австралии, Америки и Арабских Эмиратов, демонстрируя свои возможности на самых сложных участках пересеченной местности. Каждый день автопроизводитель создавал максимально сложную среду испытаний, чтобы настроить стабильную управляемость пикапа Kia Tasman в самых экстремальных условиях. Одним из таких тестов была проверка в пустынях Арабских Эмиратов, где температура воздуха достигала 48 градусов. Даже в таких условиях пикап беспрепятственно преодолевал горячие песчаные дюны, демонстрируя выносливость и проходимость. И после многих месяцев испытаний пикап Kia Tasman выходит на рынок Южной Кореи, где будет предлагаться в 3 вариантах по цене от чуть более $27 тысяч за базовую комплектацию Dynamic, от 34,5 за среднюю Extreme и в топовый X-Pro по цене от $38 тысяч. Базовая комплектация предлагает задний привод, но для нее доступный и опционный полный, являющийся для 2 других стандартом. В зависимости от рынка будут доступны разные силовые установки. К примеру, на родном рынке Kia Tasman предлагается с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 281 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Благодаря крутящему моменту 421 ньютон-метра Tasman разгоняется до 100 км в час за 8,5 секунд, а его максимальная скорость составляет 185 км в час. Расход топлива в городе составляет 12,8 литров на 100 км и 10,2 литра на шоссе в заднеприводной версии. А с полным приводом почти 14,5 в городе и 11,6 на автомагистрали. Также для других рынков в качестве альтернативы будет доступен турбодизель на 2,2 литра мощностью 207 сил и 440 ньютон-метра, уже знакомый по моделям Kia Sorento и Carnival. В этой версии пикапа двигатель доработан. Его система охлаждения улучшена, чтобы поддерживать оптимальную температуру на низких скоростях и в случае буксировки тяжелых грузов. Дизельный двигатель будет предлагаться как с 6-ступенчатой механикой, так и с 8-ступенчатым автоматом. Дизельный мотор тратит заявленные 7,6 литров на 100 км в смешанном цикле. Разгон до первой сотни занимает 10,4 секунды, а максимальная скорость аналогична бензиновой – 185 км в час. Емкость топливного бака для обеих версий – 80 литров. Оптимизированная композитная крепежная втулка кузова к рамному шасси повышает жесткость, управляемость, устойчивость и комфорт. Двухрычажная передняя подвеска улучшает езду при любых условиях, а задняя с жесткой осью и рессорами обеспечивает высокую прочность и грузоподъемность. В Kia говорят, что вертикально установленные амортизаторы увеличивают эффективность демпфирования на больших ходах подвески. Система частотно-селективного демпфирования SDC и гидравлические амортизаторы уменьшают вибрации в салоне, улучшают контроль кузова и комфорт на неровных дорогах. Для оптимизации работы всех систем в Австралии пикап тестировали в условиях дикой природы, проверяя жесткость кузова и буксировочные возможности, которые, кстати, составляют 3,5 тонн, а также способность преодолевать грязь и отвесные реки. В штате Юта автомобиль проходил испытания на каменистых горных дорогах, а в Калифорнии его тестировали на трассах, имитирующих повседневные ситуации, с которыми сталкиваются водители каждый день. Этот полноприводный пикап дарит настоящую свободу выбора. Водители могут выбирать нужный режим: 2H для заднего привода, 4H для обеих осей или 4A, где электроника сама адаптируется к условиям. Для сложных ситуаций предусмотрено 4L с пониженной передачей максимальной тяги. На одном из видео Kia демонстрирует ключевые особенности Tasman, в частности, неразрезной задний мост, работу подвески и системы полного привода в различных условиях. Особое внимание уделено способности пикапа преодолевать 40% подъем и безопасно спускаться по крутым склонам. Инженеры также продумали защиту для пересечения водных помех.
Воздухозаборник расположили в крыле, что позволяет всем версиям преодолевать глубину до 80 см на скорости 7 км в час, а водонепроницаемые разъемы обеспечивают защиту ключевых компонентов салона от воды. А тесты на преодоление бродов из-за глубоких водоемов продемонстрировали его надежность. Новинка оснащена режимами движения, которые оптимизируют производительность и безопасность на различных покрытиях, как снег, грязь, песок или камни. Система «Прозрачный капот» предоставляет четкий вид на участок непосредственно под авто, что помогает безопасно преодолевать неровности. А топовая комплектация X-Pro, предназначенная для бездорожья, оснащена 17-дюймовыми колесами с внедорожными шинами, автоматической блокировкой заднего дифференциала и специальным режимом X-Track. В этом режиме автомобиль самостоятельно поддерживает низкую скорость на бездорожье, без необходимости нажимать на газ или тормоз. Первый пикап от Kia предлагает широкий выбор версий для различных потребностей и преимуществ. Можно выбрать кабину на 1 или 2 ряда, а также традиционный грузовой отсек или высокую платформу с откидными бортами. При этом размеры автомобиля составляют: длина 5410 мм, ширина 1930, а высота варьируется от 1870 до 1920 мм в зависимости от комплектации. Колесная база – солидные 3270 мм. Дорожный просвет варьируется от 224 до 252 мм. Самая популярная четырехдверная версия предлагает просторный грузовой отсек длиной 1512 и шириной 1572 мм и высотой 540 с объемом до 1173 литров. А благодаря высокопрочной конструкции платформа выдерживает почти 1200 кг полезной нагрузки при моноприводе. В базовой комплектации есть розетка для подключения бытовых приборов, а за доплату можно установить органайзер и раскладной столик. Кроме того, интегрированное управление тормозами прицепа автоматически активирует их во время торможения пикапа, а тонкая настройка тормозного усилия осуществляется с помощью кнопок регулировки. Новый корейский пикап получил брутальный дизайн. Его передняя часть выделяется вертикальными фарами, вынесенными на крылья. Выпуклый капот придает мускулистость. Черные накладки на арках усиливают характер, но их можно заменить более стильными из фирменного каталога. Сзади дизайн сдержан, но есть практичные боковые подножки для удобства доступа к кузову. Тасман предлагает 9 цветов кузова и диски на 17 или 18 дюймов в зависимости от комплектации. Интерьер просторный и тщательно продуманный. Передняя панель с элегантной серебристой отделкой и стильными сетками, скрывающими вентиляционные дефлекторы, придает оригинальности салону. Центром внимания является единственный блок с двумя экранами по 12 и 3 дюйма для панели приборов и медиасистемы, а между ними расположился дополнительный 5-дюймовый дисплей. На центральной консоли сенсорная панель быстрого доступа, а чуть ниже – физические кнопки климат-контроля с удобными качающимися клавишами, что придает тактильному комфорту. Современные функции, такие как поддержка Apple CarPlay и Android Auto, 2 беспроводные зарядные панели и расширенный комплект электронных помощников водителя, делают салон еще более технологичным. За дополнительную плату доступна аудиосистема Harman Kardon с 8 динамиками. Для отделки салона предлагается 5 комбинаций из кожзама и ткани, включая стильные комбинированные варианты. Создатели пикапа позаботились и о практичности. Спинку заднего дивана можно зафиксировать в 2 положениях – с углом наклона 22 или 30 градусов. А под подушкой сиденья скрыт 33-литровый отсек для хранения. Особое внимание компания Kia уделяет экологии, поэтому многие элементы салона изготовлены из переработанных материалов. Версия с одинарной кабиной сохраняет всеобщую стилистику, хотя, конечно, без второго ряда. Кроме того, пикапы предлагают такие современные удобства, как система смарт-ключа с кнопкой запуска, включая дистанционный запуск, монитор кругового обзора, функция «Прозрачный капот», система аутентификации по отпечаткам пальцев, подогрев рулевого колеса, сидения водителя и внешние зеркала с памятью, подогрев первого и второго ряда и вентиляция и электрорегулировка передних сидений, а также USB-разъемы в каждом ряду.
Автомобиль предлагается с инвертором 220 вольт для подключения бытовых приборов в кемпинге. Водители Kia Tasman могут воспользоваться передовыми технологиями безопасности на дороге. Современные системы помощи водителю предлагают функции, такие как помощь при вождении на шоссе и удержании полосы, предупреждение о столкновениях в слепых зонах и удаленная парковка. Более того, система оптимизирована для использования с прицепами. Благодаря функции профиля прицепа ADAS автоматически адаптирует настройки вождения в зависимости от характеристик прицепа. Южная Корея стала первым рынком для пикапа Tasman, где он уже доступен для заказа по цене от чуть более $27 тысяч за первоначальную комплектацию. А в ближайшие месяцы новинка должна появиться на рынках Австралии, Африки и Ближнего Востока, а затем и на других рынках. Kia Tasman, разработка которого заняла 4 года и более 18 тысяч тестов, является результатом тщательной проверки в самых разных условиях. Испытания охватывали все – от внедорожных возможностей до преодоления брода, от прочности в бездорожье до тяговых характеристик, а также эффективность на трассе и комфорт во время движения. Проверенный на соответствие мировым стандартам, прокладывает свой путь в автомобильном мире. Он сохраняет все основные качества настоящего пикапа – прочность, надежность и проходимость. Спасибо, что остаетесь с нами. Каждое ваше действие, просмотр, лайк или комментарий – это огромная поддержка. Вы помогаете нам становиться лучше и расти. Подписывайтесь, чтобы вместе открывать захватывающий мир автомобилей. Пусть ваши дороги всегда будут безопасными и путешествия незабываемыми. До скорой встречи в следующих выпусках на канале.